Никаких перспектив тут нету. Сплошная задница. Эта страна заинтересована в том, чтобы шкурить свой народ. И чтобы тут все жили от ЗП к ЗП и лишний раз голову повернуть не могли. Как это я не захочу пойти на работу? Как это ты не хочешь? Ты раб должен пахать, иначе у тебя сразу минус на счету будет. Так вот тут все заточено. Соседи, как и общество в Израиле, вообще очень эгоистичны. Они считают, что если у них праздник, то этот праздник должен длиться у всех. А вот эта дебильная культура Израиля, вот Ближнего Востока, молока и меда, славится тем, что нам нужно свой никчемный голос, не в ноты попадающий, продемонстрировать всему району, как он умеет классно петь в караоке. И не дай бог ты там задумаешься, что-то не нравится. Убирайся вон отсюда, в Израиль. Всем привет, друзья! Для начала хочу поделиться с вами хорошей новостью. Помните мой ролик про семью, чей дом разрушила иранская ракета? Так вот, друзья, после выхода того видео, эта семья начала получать денежную помощь от незнакомых для них людей и уже собрала в общей сумме больше нескольких тысяч шекелей. Спасибо всем, кто делал переводы, вы этим очень помогли. Вы доказали, что у нас на канале есть не просто зрители, а люди с большим сердцем, готовы пойти на помощь в трудную минуту. Сегодня у нас новая история, ее расскажет мой подписчик Рома. Он откровенно поделится своим опытом переезда в Израиль. Уверен, эта история тронет вас так же, как и меня. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Здесь говорят правду. Расскажи пару слов о себе, кто ты, откуда. Меня зовут Роман. Живу я в городе Натании. Переехал я в Израиль в 2009 году. Работаю водителем фуры и занимаюсь любимым делом по жизни. Не ориентируясь на мнение общественности. Живу в свой кайф, чего и вам желаю. Расскажи про свою службу в армии и про то, как ты стал водителем грузовика. Я после курса молодого бойца, 3-месячного, и курса иврита, хотел попасть инструктором по рукопашному бою в базу Венгейт. Но так как это престижный курс, и не всем он дается, а дается, я так понимаю, видимо, тем людям, которые служат в боевых войсках, потому что я еще не вступил в боевые войска, когда я просил курс. Мне отказали от этого курса. Я сидел в военкомате где-то 2 недели, торговался с ними, куда они меня возьмут дальше. Я попросил какую-нибудь специальность по своей профессии инженер-эколог. Мне также само отказали. И мне сказали, если я не выберу что-нибудь другое, то меня поставят на должность возле города, где я проживал, в Нетании, какой-то склад, и я там буду просто отбывать 3 месяца, что мне осталось на службе. Выходя из кабинета, я вспомнил, что у меня нету прав на автомобиль. Я разворачиваюсь 360, возвращаюсь, говорю, хочу быть водителем. И мне дали сразу курс свыше 15 тонн, который охватывает 3 категории. Легковая машина до 12 и свыше 12. Таким образом я стал водителем и по сей день работаю профессионально в своей сфере. А курс семитрейлера ты, получается, не делал в армии? Курс семитрейлера я делал уже на гражданке, когда поработал водителем свыше 12 тонн. Я набрался опыта за 2 года и решил делать курс на категорию Е с прицепом, так как работа на категорию С, это получается свыше 12 тонн, там нужно было разгружать товары и физическая работа, очень тяжело. Я решил, так сказать, продвигаться и переходить на другой уровень, в чем не жалею ни капли. Расскажи про работу, сколько платят в среднем водителям грузовиков и на что хватает зарплаты? Водителям грузовиков платят очень немного. Вернее так, платят хорошо, но налоги и все страховки, это все съедает, грубо говоря. То есть если получил я в конце месяца, в этом месяце я получил 17 тысяч, то 3 тысячи я подарил государству Израиль. И получил я в этом месяце самую высокую зарплату за 15 лет проживания в стране Израиль. Эта зарплата составляет 13, то ли 12, ну что-то такое. И то потому, что мне с армии еще начислили 4 тысячи от битох леуми. В среднем я получаю где-то 11. И то потому, что я уже водитель с опытом. И там всякие бонусные начисления. Так очень. Они жалуются, что водителей не хватает, но так как они платят и как заставляют работать водителей, то понятно, почему никто не хочет работать на этой работе. Я понимаю. Доставляют, сделай того, сделай хорошо, помоги. У тебя уже на часах там 5 вечера, а ты там жертвуя своим, сам нарушаешь закон, и чтобы в нормальных быть отношениях
со своими руководителями. Ты по-другому не можешь пойти. Есть такие водители, которые специально, принципиально отказываются, но потом они получают, и деньги мало в итоге получается в месяц, и плохие поездки. Мне это невыгодно. Мне легче сделать, если нормальная работа, я готов сделать свыше того, что я могу, на перспективу. Да, зато потом на следующий день я могу позже выехать, и мне нормальные поездки дают. Нужно уметь, как в армии сержантом, договориться и иногда пойти навстречу, так как это вернется сюда как бумерангом. Ты будешь в шоколаде все равно, если ты это сделаешь. Расскажи про кумовство и про то, как без блата попасть на перспективную работу. Без блата на перспективную работу. Ну, мне все говорят, что ты пошел водителем, сам себе выбрал эту участь. Надо было пойти в белый кабинет, как белый человек, сидел бы и не гнул бы себе спину. Но туда же попасть, я не знаю, что надо делать. Там надо ботинки лизать начальнику или дома у него убирать по выходным и собак его выгуливать. Или там платить будет 5000 первые лет 5. Попробуй проживи в Израиле на 5000. Пока ты опыта не наберешься, тебе рассказывают, у тебя плохой иврит, ты опыт. Ну, все рассказывают, чтобы не платить, короче. Это развод по-израильски. Поэтому очень тяжело попасть на хорошую работу, где тебе сразу начнут нормально платить, хотя бы 10. Это нереально. Даже программистам платят в 8 поначалу. Расскажи про съем жилья, квартиры, цены. Как обстоят дела с этим в Израиле? Негатив то, что в Израиле почему-то так решили в один прекрасный день все колхозники, что вдруг их квартиры стоят теперь несколько миллионов шекелей. И они подняли съем на них. Мы живем в маленькой тесной квартире и платим за нее такие деньги, которые в другой стране я бы дом мог снять. Я считаю, что это вообще бред какой-то. И еще и радуются этому, и им нравится, что Тель-Авив — это самый дорогой город в мире. Они этим гордятся. Потому что те, кто радуется, гордятся, они купили в свое время за 200 000 шекелей, купили квартиры, и для них это теперь проблема не существует. А для таких людей, которые приехали позже, в 2009-2015, когда квартиры взлетели до космических цен, им нечем порадоваться. И те, которые купили, они издеваются над теми, которые не купили. И рассказывают им, какие они убогие, непутевые и неспособные. Вот что мне нравится. Но те, которые купили за 300 000, за 200, тогда таких цен просто не было, когда они это покупали. Они такие же люди, как и мы, в принципе. Просто цены слишком взлетели, так как людей больше, поток приезжих. В этом проблема вся. Но я встретил один раз на работе такого парня, который рассказывал именно эту же правду. Он сказал: Рома, если раньше я купил за 200 000 квартиру, то сейчас я даже не знаю, что тебе сказать. И это нереально. Это единственный человек, который сказал правду, как есть. Нам просто повезло. А не то, что я не путевый, или я плохо работаю, или я мало шевелюсь, или я должен суперменом стать, чтобы в космос полететь прямым одним нажатием руки. Расскажи про эту проблему, что квартиру не купить обычному человеку. Квартиру не купить, потому что это специально сделано. Есть такая мафия, которая как бы так решили, я не знаю, может у них есть какой-то человек в министерстве, который это все решает. Но сделано так, чтобы люди постоянно от зарплаты к зарплате и постоянно нуждались, и съем квартиры это было целью проживания. То есть мы живем не для того, чтобы жить, а чтобы ходить на работу, чтобы оплачивать этот сарай. Расскажи про знакомство с супругой, женитьбу, про процесс ТУПРО. Сколько это стоило за все года процесса? Я познакомился с супругой на сайте ВКонтакте. Очень случайно, это как лотерейный билет был. Даже не думал, что мне ответят. Так получилось, просто нашел. Приезжала ко мне супруга пару раз на Новый год и летом. И я приезжал первый раз к ней, познакомиться. И потом, когда мне сказала супруга, что она в положении, я уже решил жениться и уже оформлять эти документы на ТУПРО. Но с нас выпили, это еще слабо, я слышал другие истории. У нас просто ребенок общий, поэтому нам не схождение было. Но вообще я выходил постоянно бордового цвета с этих кабинетов Мисрата Пнима, МВД. И раз в год мы ходили и продлевали визы, и давали интервью. Я без адвоката, правда, делал сам. Но были куча проблем поначалу, я неправильно перевел. Опять же, я если бы сразу обратился к специалистам, то было бы все правильно изначально. Но так получилось у нас, что я перевел документы в Санкт-Петербурге по рекомендации одного, так сказать, дружбана очередного, которому я доверял и думал, что он
правильные вещи говорит. И в итоге жена родила там. Я очень рад, что она родила там, так как у нее там была и бабушка, и мама под рукой, и оно, все, что не делать, все к лучшему. Это хорошо, что я запорол документы, и хорошо, что она там родила, и хорошо, что так получилось. То я тут на работе постоянно, там у нее бабушка под рукой всегда, как-то полегче, там есть помощь. Я не знаю, сколько бы это стоило бы здесь, если бы она родила, сколько с меня содрали бы шкуры, потому что, как мой папа великоразумный говорил, он эфиопы рожают, или эти, не эфиопы, суданцы рожают, нелегалы, и у них все хорошо. Но они относятся, государство, к этим нелегалам, ничего с них не требует. А только видят, что нормальный человек, сразу 3 шкуры снимут, еще и напишут «так и было». Бешеные счета и не спрашивают, откуда ты их будешь брать, эти деньги. Если ты нормально выглядишь и не какой-то социально низкой ступени, значит, у тебя есть деньги. И вот так вот тут рассуждают. И не спрашивают, есть у тебя такие деньги. А с тех спроса нет. Если ты с головой парень, значит, ты заработаешь, и для тебя не проблема 300 тысяч заплатить. Для них это не деньги, а для тебя это 3 жизни прожить, чтобы эти 300 тысяч скопить. С какими трудностями вы столкнулись в СТПО? Моменты были тем, что они измором берут всех, без исключения. Они сочиняют на лету документы с каждым разом, что приходишь, которые им в голову взбредут. Принесите, пожалуйста, нам чек, что вы ходили в кинотеатр, когда ты еще только познакомился с девушкой. Вы ходили в кинотеатр? Да. Принесите чек нам. Но мы когда ходили в кинотеатр, я даже не знал, что будет моей женой. Я его в урну выкину. Переведите нам документы, медсправки ребенка. Вот такая справка. Что переводить? Я пошел к юристу, он мне сказал вот это и это. Я перевел, принес им документы, и они не спрашивали про чек кинотеатра, они как будто бы забыли об этом. Но когда они это говорят, у тебя сразу напрягается мозг, и ты думаешь, что если ты не принесешь, тебе будут проблемы. А они вообще об этом и забыли даже, что даже просили. Потому что это бред. Ты тратишь много денег, нервов, времени, и в итоге это просто, они смотрят на твое состояние психологическое. Когда ты сорвешься, перевернешь стол и их обматеришь. И как только ты это сделаешь, благодаря их вот этим психическим воздействиям, то тогда у них откроется, так сказать, повод завернуть тебя обратно. Или отправить жену, или не давать долгие годы гражданства. От 11 до 15 лет. Мы прошли за 5 лет. Я сделал еще тест ДНК на ребенка. Я еще потратился. И с разрешением Мисрата-Пнима, МВД. И в итоге ей дали сразу на второй же день это гражданство. Наверное, давали гражданство на Дубай, но им об этом никто не сказал, что мы в Израиле. Отношение к Израилю МВД, как будто бы это Дубай, и я тут сижу дома и ничего не делаю, а деньги просто с пальмы собираю. Они должны были еще попроситься, чтобы мы захотели стать гражданами этой страны. Если я буду считать все растраты на жизнь, на свои удовольствия, и на МВД, и на все, сколько я потратил денег на эту съем квартиры, я просто застрелюсь одной пулей в лоб. Я думаю, там уже на 3 квартиры было, сколько я потратил денег. Эта страна заинтересована в том, чтобы шкурить свой народ. И чтобы тут все жили от ЗП к ЗП и лишний раз голову повернуть не могли. Как это я не захочу пойти на работу? Как это ты не хочешь? Ты раб должен пахать, иначе у тебя сразу минус на счету будет. Так вот тут все заточено. Расскажи про садик. Сколько стоит растить ребенка в Израиле? Растить ребенка в Израиле стоит не очень дорого, если ты работаешь, стараешься, работаешь нормально, зарабатываешь. Оно все частями. Ты же не должен сразу положить 100 тысяч шекелей на ребенка. Тут заплатил 300, там что-то купил, тут 200. По частям. Садик и школа до часу дня. После часу дня ребенок должен выйти и пойти домой с родителями или с кем-либо. И это не волнует систему образования, куда ребенок пойдет. Поэтому родители должны или заканчивать работу в час, или бабушки должны забирать. Мы платим за продленку, приходит женщина, забирает ребенка. Платим за это 1500 шекелей. Вот этот год решили последний, уже. В следующем году уже будет сама ходить. А сам садик стоил тоже, не было продленки, сам садик стоил, по-моему, где-то так же, 1500 или 2000, я не помню уже, садик стоил. А потом садик есть, и садик именно Ириевский, это от мэрии садик. Он стоит дешево, 200 шекелей или 300. Но там тоже проблема в том, что нужно, чтобы ребенка забирали. Опять 1500 платить тете, которая придет, пока ты на работе работаешь 12 часов. И как только ребенок подрастет и станет ходить сам домой, то можно сказать, что школа стоит почти бесплатно. В чем разница между Ириевским садиком и частным? Ириевский садик очень дешевый, а частный садик дорогой. А по каким-то условиям есть разница? Условия нет.
В Irievском даже лучше, потому что там больше ивритоговорящие. А почему тогда все сразу не идут в Irievский садик? А потому что требует государство, чтобы ребенок до 2 лет перед школой обязательно посетил Irievский садик, чтобы у них был документ. Это требование страны, государства Израиля. Irievский садик, по-моему, там с какого-то года, с 6 лет, по-моему, или с 5 лет. То есть то ясельки нету Irievских, вот в чем прикол. Когда ребенок очень маленький, год, 2, 3, да, обязательно частный. Они не сделали. Они считают, что мама должна сидеть дома, но за что она будет сидеть дома, они об этом не рассказали, они забыли об этом. Как рабство закончилось в 17 веке, но забыли предупредить об этом. А вот ясельки дороже, чем садик? Да. 1800 шекелей ясельки. Ну там ребенок до вечера, до 5 вечера, пока мама не придет, не заберет. Расскажи вот про послеродовой отпуск у женщины. Сколько по времени дается декрет в Израиле? После родов в Израиле женщине ничего не дают. Она должна родить ребенка и пуля лететь на работу. Это не тот декрет, о котором нормальное понимание у человека складывается мысль. Она должна 2 года быть в декрете, год в декрете, должна быть как петь дать. В Израиле этого нереально. В Израиле тебя задавят сразу тем, что надо с чего-то жить. Поэтому она родила, месяц или 2 посидела, или 1,5 месяца, и бегом на работу. А как вот сочетать это все по деньгам? Работать обоим вдвоем. И желательно не растрынкивать деньги направо и налево. Только так. Пока другие дяди будут это делать. А ты будешь ходить по улице с ребенком и смотреть, как кто-то может себе позволить это. Ну, чтобы все нравилось, как мы любим, короче. Когда все нравится. И не дай бог ты там задумаешься, что-то не нравится. Убирайся вон отсюда, в Израиль. Ну давай расскажи про соседей. С какими соседями тебе посчастливилось встретиться в Израиле? Соседи, как и общество в Израиле, вообще очень эгоистичные. Они считают, что если у них праздник, то этот праздник должен длиться у всех. Им не важно, этим соседям, что ты устал после работы и хочешь отдохнуть. И что есть такое понятие, когда приходишь домой, как в тихую гавань. Для них понятие, это если у них праздник, если им на работу завтра не надо. Если дети, так это вообще неприкосновенное понятие. Дети могут стоять на голове, как хотят и где хотят. И ты не можешь ничего им сказать. Да, вот эта дебильная культура Израиля, вот Ближнего Востока, молока и меда, славится тем, что нам нужно свой никчемный голос, не в ноты попадающий, продемонстрировать всему району, как он умеет классно петь в караоке. Они считают, что если у них караоке и друзья собрались, и они подпили и покурили травки, то можно демонстрировать вот эту идиотскую музыку мизрахи всем подряд и всюду. То есть, если я играю в группе, то я должен пригласить барабанщика, гитариста, и я на басу, и мы должны там разносить в хлам весь район, играть металл и рок. Но я, тем не менее, этого не делаю, так как я и уважал всегда соседей, и есть для этого студия и репетиционная база. Почему я должен, благодаря своему вкусу к определенной музыке, навязывать ее всем остальным? У израильтян это есть такое понятие, они любят навязывать свою музыку дебильную всем подряд и всюду. И особенно если праздничный день, который по закону разрешается им до 6 утра гудеть, то я, пришедший с работы, должен еще выслушать эту музыку и на следующий день пойти на работу. И это никого не волнует. Я звоню в полицию, мне говорят, а сегодня разрешено им слушать музыку. И ничего они сделать с этим не могут. Потом получается поножовщина, драки. Люди идут, сами разбираются. Понятно, что они не договариваются, так как те считают, что они правы. Слово за слово. И начинаются драки. Потом полиция приезжает и пакует тех, кто звонил. Потому что он предупреждал. Ты так рассказываешь, как будто у тебя тоже был такой опыт. Был у меня случай. Ну, на старом адресате я переехал, потому что там дети на первом этаже постоянно буцали мяч. С утра до вечера, 24 часа, 7 дней в неделю. А на новом адресате у нас была сначала соседка снизу. Нам соседи снизу не везло. Была одна русскоговорящая тетка. Она как бы вела себя нормально, но бывало у нее сабантуи до ночи были. Но я не ходил к ней, не разбирался. Я как не хотел с ней ссориться, соседкой. А была соседка другая, вот последняя. Мало того, что она засранка страшная, она тараканов развела. Мы там от нее просто были все в обмороке, весь дом. Так она еще и... Они накуривались травы, то есть дети у нее маленькие в доме. Они курят траву прямо в доме. И она еще и издевалась над детьми. Нужно было мне, наверное, вызвать эту службу, которая отбирает детей, скорее всего. Надо было сделать так.
Но мы как бы не стали этим заниматься, но когда я приехал в праздничный вечер, это был, по-моему, какой-то праздник был, и можно было до утра шуметь. А она тоже русская? Она русская, но он израильтянин, и друзья израильтяне. И я приехал с работы, уставший в час ночи, а утром мне на работу, и я спустился и наехал на них. И он мне сказал: вызывай полицию, мне это не волнует, сегодня можно. Я вынес мусор, возвращаюсь, он мне в окно кричит: ну что ты, сукин сын, позвонил в полицию? Я говорю: да, позвонил, сейчас тебя отымеют. Ну давай, я сейчас я выйду, по башке надаю. Я говорю: давай выходи, по башке надавай. И я поднимался на личную клетку, первый этаж, и он открыл дверь, и его друзья пытались обратно. И он вышел как бы и сбоку, он не прямо на меня, а именно под наклоном. Он как бы отошел в сторону. Если я бы знал, что он начнет атаку, я бы его встретил хорошо. Но я не знал, что он начнет атаку, и я был открытый. И он мне нанес пару ударов боковых. Ну, после этого я нанес ему пару прямых, и почему-то он упал на землю. Я ему, подсечку я не делал, ничего ему не делал. Он упал, и я хотел его добивать, как бы я на нем был, как в ММА. А его друзья оттащили, а моя жена с просонья проснулась и думала, что меня 3 или 4 человека бьют. И она выбежала с ножом и угрожала им ножом. А что она сказала? Она сказала: идите домой, иначе я вам сейчас каюк всем. И они испугались этого всего. Я вызвал полицию, приехала полиция, они даже не заходили домой к нему. Они просто мне дали номер, по которому я их вызывал, именно то, что в базе данных. И чтобы я шел утром в полицейский участок и сам разбирался. Вот такая у нас полиция. Он потом вызвал, после того, как полиция приехала и не зашла к нему, и не зашла к нам, он позвонил амбуланс, и он решил переплюнуть систему. Как знающий израильтянин, что я дурак и зря я это затеял. Вот так вот. Он решил меня таким образом получить. Он вызвал амбуланс, приехали, зафиксировали, что у него какие-то побои. По-моему, еще он поехал даже в больницу. И потом на следующее утро мы поехали в полицейский участок, а там уже была бумага, его показания против нас. Что жена была с ножом, и я на него напал. И что было потом? И потом открыли на нас судебное дело, на мою жену, потому что был нож. Если бы она знала, что нож это так опасно, я говорю, надо было палку взять или что-нибудь, но не нож. И потом получилось так, что мы открыли на них, они на нас. И через некоторое время мы пошли как бы с поручителями. Наши друзья пошли как поручители и помогли нам в этом деле. И закрыли дело и им, и нам. И как бы нет претензий ни к тем, ни к другим. И, к счастью, это дебильное больше не живет в нашем доме на первом этаже с этими идиотами. Их даже ищут бандиты, приходили. А зачем их ищут бандиты? Да, они должны бабок до хрена. Их ищут полиция, бандиты, и неизвестно, где они живут. В Израиле такая тема, что если нападающий на тебя, еще и может быть жертвой, кстати, от твоих рук. Если у тебя пытаются угнать машину или ограбить, ты ничего не можешь ему сделать. Ты его должен задержать и вызвать полицию. А как ты его можешь задержать, не причиняя ему побоев? Не надо носить. Мы приходим к тому, все, с Лешей, что нужно носить газовый баллончик и пистолет покупать. Я вот уже думаю, разрешение на пистолет делать себе. Я хочу, чтобы у меня был пистолет, чтобы все видели, и чтобы не были геройские поступки, не продолжались в моей жизни. Чтобы мне не приходилось доказывать все кулаками и какими-то подручными средствами. И если ты получаешь какое-то дело в полиции, открывают на тебя при получении гражданства, до того, как ты получил гражданство, тебе могут еще и сделать проблемы в этом МВД. Могут его или не дать, или отсрочку сделать. И получишь, пока ты не докажешь, что ты не совершал преступления или какие-то противозаконные действия. А Ксюша уже к тому времени получила гражданство? Ксюша уже получила, поэтому то, что было потом открытого дела, уже не повлияло на ее получение гражданства. Нам повезло. А если бы я знал, что такая будет ситуация, я вообще сглупил. Нужно было не идти к ним разбираться, а просто взять телефон этого хозяина, у которого они снимают квартиру, и ему позвонить и сообщить об этом. И он их все равно собирался выгонять, и они ему сделали большие проблемы колоссальные. И я не удивлюсь, если он сейчас с ними судится тоже. Потому что они ему там чуть, по-моему, дверь сожгли. И засрали квартиру. Там они ему так ушатали эту квартиру в хлам, что он, наверное, бледный вид имел и макаронную походку, этот хозяин квартиры. Поэтому он собирался их выгонять, а после этого случая так вообще он больше им не дал разрешения на продление контракта. Расскажи про свое музыкальное творчество, про рок-группу и как вы ее создали. Я занимался музыкой в Днепре, была у меня группа, я ее основал. Но мы не записали ни альбом, мы только 3 концерта дали. Потом я уехал в Израиль. И в скором времени
Они еще повыступали и распались, потому что, видимо, как мне объяснил барабанщик, что я был как этим, я дром-групп. Все занимались, как бы, когда я был в этой группе. Ты был центровой, да? Я был центровой, но я не был, фронтменом я не был. Мы взяли вокалистку, я был как бы на 3 песни. Сначала я был вокалистом и басистом, а потом, когда мы поняли, что нужна вокалистка все-таки, то 3 песни я пел, и все песни остальные пела она. Я когда приехал в эту страну, около года вообще не занимался музыкой. То, что я делал, я мог дома позаниматься там, для души. И потом я понял после армии, что мне нужно искать группу все-таки. Я купил себе новый бас, Yamaha BB 615, и решил, что надо искать группу. И таким образом я подал в израильский сайт, по-моему, называется Рок-клуб Израиля, да. Подал объявление, что бас-гитарист ищет группу. Таким образом меня нашел гитарист, который сейчас является лидером группы и автором всего творчества нашей группы. А потом мы с Далером года 3 искали музыкантов и никого не могли найти. Пока не пришел в нашу группу уже израильтянин-барабанщик. Мы еще репетировали 3 года, наш материал и каверы. И потом уже в 2018 году мы выступили. И с этим парнем мы проработали лет, по-моему, 5 или 6 лет мы занимались. Потом он решил, что ему надо уходить. Так вот потихоньку мы, меняя людей, формировали сегодняшнюю группу. Это очень тяжелый путь и очень сложный. Потому что не все могут заниматься этим делом на энтузиазме, когда оно не приносит никаких доходов. И жить этим еще при этом. Это очень тяжелый путь. Я не знаю, смог бы ли я повторить это заново, если бы мне сказали: Рома, а давай-ка мы тебя отбросим лет на 15 назад. Сможешь опять? Я не знаю. Кому вообще нужен рок в Израиле? Рок в Израиле, ну, насколько я увидел, сколько людей ходят на группы известные Guns N' Roses или там нужен все-таки рок в Израиле, но нужно стать нужно имя реально группы, чтобы тебя знали, чтобы что-то новое открыть. Я думал, что в Израиле рок вообще никому не нужен. Но когда я прихожу на всякие фестивали и концерты известных групп, я вижу, там очень много людей собирается. Очень много людей. На Guns N' Roses пришло 60 тысяч человек. Если бы он не нужен был в Израиле, там было бы, наверное, 300 человек или 150. Как я на черный кофе ходил в клуб, пришло где-то человек 150. Просто это не национальная музыка в Израиле, вот в чем проблема. Она менее имеет популярность, чем в Британии, в странах СНГ, и в Америке, и в Европе. В Израиле она меньше используется спросом. Но и тут слушают рок. Ну, как это я увидел. Расскажи про ваши выступления, концерты, про организацию и участие. Выступления и концерты очень тяжело их организовывать. В основном ты должен сам договориться за любой бар или там заведение, сам оплатить этот съем этого помещения, и потом придут 3 человека, твои друзья, и ты попадаешь на деньги. Люди не ходят на малоизвестные группы, а чтобы организовывать такие фестивали, на которых будет там 3-4 группы, люди здесь как-то, я не увидел сплоченность в этом деле, чтобы там организовать вместе. Есть такие группы в металле, они организовываются, 5 групп там в один вечер, но я не думаю, что они выходят по нулям. Мне кажется, что они платят еще и за то, что они выступают. Расскажи про ваши выступления. Много выступлений было, и даже вспоминать их сложно. Но я имею в виду не то, что душевно сложно вспоминать. Мы ничего не зарабатывали. Единственное выступление, которое мы зарабатывали, это в Кармеле мы выступали еще со старым составом. Нам дали как бы на бензин хотя бы. Покормили классно, угостили пивом. И последний наш концерт на бирофестивале. Пивной фестиваль, который от Рии. Нам там тоже хорошо как бы, приняли. А так, в принципе, очень, очень туго и очень... То есть, чтобы выступить, нужно самому и платить за свои же концерты. Но это вообще как-то странно слышится, как-то самому платить за свои концерты. Самому платишь за свой концерт. Еще и сам организовываешь его. Сам все покупаешь, инструменты покупаешь, за репетиции ты платишь, за бензин ты платишь, и еще и ты платишь за то, чтобы выступить. Кто захочет заниматься этим делом гиблым? Кому это надо? Это сумасшедшие маньяки, которые верят еще, что прострелят в один прекрасный день, придет продюсер на этот концерт и их вытащит, и прокрутит, раскрутит их. А вот как вообще пробиться музыканту в Израиле? Как пробиться, чтобы участвовать в концертах? Как это все? Нужно иметь свои связи, контакты и со всеми дружить. И иногда даже подлизывать одно место. Да, нужно подлизывать и быть всегда, интересоваться, лезть, интерес. Ребята, вы такие классные.
А почему классные? А потому что мы, к примеру, хотим с ними в дальнейшем выступать, поэтому они классные. Тебя всегда пригласят в какую-то солянку концертов, если ты хреново играешь, чтобы на твоем уровне прозвучать лучше, как фирменная группа. Либо когда нужно заплатить и поучаствовать финансово, только тогда тебя пригласят. А если они видят, что ты классно начал играть, выровнял технику, и у тебя интересный задорный материал, тебя никогда не позовут. Тебя позовут только в случаях, чтобы ты бабки платил. Вот в чем проблема. Меня обращались недавно группа, в которой мы когда-то выступали, а не хотите ли вы поучаствовать? Я сказал, вы платите деньги, мы поучаствуем. Нет, но если людей, я говорю, я это уже проходил, уже 100 раз это слышал. Я знаю, что такое, если людей. Бесплатно приедьте, отыграйте, еще и в лучшем случае, если еще и бар с тебя денег не возьмет за то, что ты отыграл у них. Если людей? Что значит если людей? Если люди не придут, то ты ничего не получаешь. А как их приводить? Всем пообещать всем пиво, еще и подвозку организовать с микроавтобусом, чтобы их привезли. А я уже проходил, кстати, вот эту идею по поводу, как я читал в рок-энциклопедиях, все начинающие группы того времени, 88 год, они говорят, мы вот, когда начали выступать, благодаря друзьям, поддержка. То есть люди тогда была модна, эта музыка, и приходило там, человек 70-60 приходило в какой-то клуб послушать, что это такое вообще. А сегодня друзья тебе пообещают, особенно в Израиле, да вообще, да, придем. Конечно. Дуля с маком. Никуда они не придут, они даже не поленятся, даже жопу поднять с дивана. У меня были друзья в Нацерете, я их пригласил, в Кармеле выступали, армейские, уже 100 лет не виделись, и то они не захотели приехать. Я на них очень сильно обиделся и сказал, что мне такие друзья теперь нахрен не нужны. Привет, меня зовут Алексей Шенкер, и я автор этого канала, где я рассказываю реальные истории репатриантов в Израиле, поднимаю острые социальные темы и даю голос тем, кого часто не слышно. Мой проект – это не просто видеоблог, это пространство, где говорят правду, разбирают сложные, но важные темы, делятся опытом, вдохновляют и предостерегают, поддерживают новых репатриантов и помогают адаптироваться. Моя цель – создать медийную площадку, которая будет искренней, глубокой и полезной. Если вы так же, как и я, чувствуете, что этот канал важен, станьте его частью. Ваша поддержка – это прямой вклад в независимость и силу этого канала. Нажмите «Спонсировать», чтобы правда продолжала звучать. Скажи, какие отношения у вас были с отцом? Отношения с отцом у меня очень тяжелое было. Я просто такой человек доверчивый и верящий в то, что человек может измениться благодаря годам и опыту. Но есть такие люди, которых Горбатова могила только исправит. Они как были распиздены, такими и останутся до конца своих дней. Мне очень больно вспоминать все моменты, которые я ему делал, и в итоге стал плохим в его глазах. Потому что я просто перестал с ним в один момент общаться. Потому что когда брать в долг, он молодец, а когда отдавать, он сливался. И рассказывал свои трудности. Но если у тебя трудности, зачем ты меня берешь в долг тогда, коль так? И получилось так, что я когда, как бы это ни больно звучало на сердце, когда я с ним поругался и перестал общаться, мне стало легче жить. Есть такие люди, неудачники по жизни, которые свои неудачи пытаются примерять на других людей, за счет других людей. Вот если, к примеру, мне не везет в чем-то, то я выберу себе объект и буду им рассказывать, что ничего у тебя не получится. Ты ничем не лучше других. Почему ты решил, что тебя должно повезти? Это мой папа такой был. Как только я с ним перестал общаться, я почувствовал себя человеком. И дурак, что я этого не сделал раньше. И вообще таких людей, которые тебя постоянно палки в колеса суют, их нужно с жизни просто ликвидировать, чтобы их не было в твоей жизни. Иначе они свои неудачи примеряют на других людей, и то, что у тебя может получиться с ними, с их энергетикой у тебя никогда ничего не получится. Они тебя всегда договорят от чего-то достойного и стоящего. Это люди-неудачники, которые благодаря тебе таким образом чувствуют себя реализовавшимися. Расскажи про вашу ссору с ним и как это на него повлияло. Как только мы с ним поругались, он долгое время шел вниз. Когда мы дружили с ним, он как-то еще держался. Только мы перестали с ним дружить, и его дети, у него еще есть трое детей, еще мои брат и 2 сестры, он стал постепенно вниз. А они тоже с ним не общались? Только ты с ним общался, получается? Не общались, когда еще я общался, но я ближе, получается, общался. И это моя проблема. И это как сказать, мое несчастье, что я с ним ближе общался. Лучше бы я не общался с ним вообще. Вот сказочник. Помоги мне, а я тебе, конечно, верну. Он верит в свой же обман, который сам себе придумал. Последний раз он у меня доложил 14 тысяч. Мне это стоило
понять, что чего я хочу от других людей, чужих, если, собственно, отец тебя может кинуть. Вот что ты, Рома, на кого-то злишься, если у тебя он свои же и накололи. Это урок хороший своего рода, я так считаю. То, что поступки важнее денег. Расскажи про его болезнь, как это было? По-моему, у него был инсульт на сердце, и у него там, знаешь, бывает, отдает на мозг. Что-то с мозгом произошло. Та женщина, с которой я с ним жила, она увидела, что он с ума сходить начинает, и она с ним, ну, как бы его выгнала, короче. Он перестал зарабатывать, и он пошел к отцу. И жил у отца, по-моему, то ли 1,5, то ли 2 года еще у дедушки моего. А потом, когда уже мы договорились просто с Ильей, чтобы его определить в такое, ну, заведение, где его будут как бы ухаживать за ним, потому что дедушка не мог за ним ухаживать уже. Он там вытворял страшные чудеса. То он неделю живет в Тель-Авиве, бомжует, то он у дедушки приходит весь грязный, мой его, чтобы в квартиру пустить. Это были страшные времена. Я там приходил и в обморок падал от того, что происходит. Хоть бери пистолет, да застрели просто. Так дешевле бы было просто взять в багажник, кинуть и вывезти в лес, закопать. Ну, в натуре. Ну, он мог прийти не заросший, грязный, как бомж. Тупо. 2 недели не был у деда, а дед нервничает. Он живет у него, дед нервничает, с ним привыкает. Потом он отсутствует, дед нервничает. Потом опять возвращается, опять у деда Марика стресс, а ему старый человек, ему 82 года, прикинь. Я в этом всем участвую, потому что кроме меня и мой, ну, брат, мои 2 сестры, но они так с дедом, ну, как бы они не сильно с ним возились, как бы они мне помогали мне. То есть я сам мог справляться, но я просил иногда помощь. Если меня не было там в городе, чтобы пришел мой брат, или там у него был ключ, 2-й комплект. Поэтому они просто не знали, как с дедом, ну, управляться, он их не слушал. Он уже на старости лет был сам немного, ну, у него крыша чуть уезжала. И он уже на них мог там наорать, знаешь, а меня он слушал. Я его мог схватить за шкирку и как бы сказать, это твой внук, и я пришел тебя, ну, ухаживать, контролировать, что попил лекарства, чтобы ты это, и он меня слушал. И тоже мне было очень сложно, потому что у него была деменция, и уже как бы неизбежное было его попадание в дом престарелых. Просто неизбежно. Ты так и не рассказал про отца. Психушку оформила моя сестра с подругой. Да, мы его оформили в этот дом, как он называется, в этот Кириат Шломо, так, больница поднятания, где там такие люди больные живут. Но он там хорошо себя чувствует, его там кормят, бреют, моют и кормят. Мама моя говорит, хорошо, что хоть не на улице живет. Сколько ему лет? Ему 61. Очень, очень рано у него началось. А вот другие его дети не приезжают, не навещают? Дети приезжают, но они, как я понимаю, им очень больно видеть этот ужас, как он там, типа вот это. И они как бы давно не были у него. Я был у него на его день рождения. Он узнал тебя? Он знал меня, да, но я не удивляюсь. Вернее так, я не уверен, если я ушел, и на следующий день он вспомнит, что я был вчера. Вот что я могу сказать. Я не знаю об этом. Расскажи, как тебя хотели обязать стать его опекуном? Не меня, хотели сестру и брата моего. Позвонил какой-то социальный работник, адвокат их, и хотели, чтобы мы были как эти апотропили, это называется опекунство. Кто будет его опекуном? Ну, они искали дураков, которые подпишут документ. Желающих нету. Это бы ввязало в новую игру. Кто будет платить за эту больницу и там всякие долги. Потом бы перешли бы на... Я ж не знаю по-прежнему, что у него там с битовых леумии, массах носа. Я не знаю, знать не хочу. И меньше думаю об этом. Вот знаешь, меньше думаешь, меньше притянешь. Мне звонили, спрашивали, ну мы не будем вас дайте нам свой адрес. Я сказал, ничего давать не буду, до свидания. Всех благ. И больше мне не звонили. Расскажи про своего деда, когда ему стало совсем плохо и пришлось сдавать его в дом престарелых. Как вообще сдавать человека в дом престарелых? Расскажи сам процесс. В один прекрасный день, это, по-моему, 28 августа, 27 вечером я пришел к нему его проведать, и все было хорошо. А 28-го пришла его женщина, которая ухаживает за стариками, и он не смог встать на ноги. И она нам позвонила, мы приехали, я и брат мой, и вызвали скорую. И это был последний день, что он был дома у себя. То есть он перестал ходить.
и мы поняли, что нужно оформлять его на дом престарелых. А это очень большая бюрократия, там нужно, это был сентябрь, там нужно множество документов оформить. Мне даже помогал мой друг Далер с всякими документами, и я подавал в суд прощение о том, что я хочу быть его опекуном. Нужна куча документов, бумаг. Мисрат Бриют меня чуть не съел мозги. Да, они не хотели оформлять, а дом престарелых требует, кто платить будет за это. Они же как бы зарплаты Марика, с пенсии уходят туда. И нам так повезло, что я выписал им чек на 15 тысяч шекелей, битахон свой. И потом они так получилось, что они нам помогли, ускорили процесс и оформили его. И мне не пришлось ничего платить. Дед мой там уже, оформили мы его в этот дом престарелых. Я его старался часто посещать. Но он недолго прожил в этом доме престарелых, месяца 3. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь. В декабре он умер. Он заболел почему-то короной, у них там была эпидемия. И его там в больницу отвезли где-то. Видимо, организм уже был слабенький. И он плохо ел, я приходил к нему. И его очень тяжело его кормили. Медсестры, он вообще ничего не хотел есть. То есть человек уже отказывался есть. Как бы. Ему была неинтересна та жизнь, которая была. Как ты узнал о смерти дедушки и как ты его хоронил? Дедушка умер в субботу. В субботу умер, мне звонили утром медработники. Срочно приедьте в дом престарелых. Я не знал, почему меня даже вызывают. Мне по телефону не имеют права говорить, что дедушка ваш умер. Я подумал, что нужно подписать бумагу, или что-то надо заплатить, или что-то надо посмотреть. Я прихожу, мне говорит медсестра, спуститесь к доктору на первый этаж. Я спускаюсь, и она меня оповестила, что умер. Как только дедушка умер, у меня была его карточка банковская. Я как только вышел с этого заведения, я всем пообзванивал. Брат мой был за рубежом тогда, в Южной Америке. И я подошел к каспомату и карточку сразу съел. То есть, видимо, им сообщили, что уже человек умер. Автоматически, может быть, это как только в базу данных попадает. И мы в воскресенье пошли уже в этот к религиозным. Похоронить его бесплатно, ему дали место бесплатно. Те люди, которые платят деньги немалые, они диктуют, где похоронить, когда с них берут деньги. А если я пришел, у меня умер человек, вот место такое-то и такое-то, ты не платишь ни копейки. Это бесплатно? Бесплатно. Бесплатно. Похоронил я бесплатно, я только поставил памятник ему. А дедушка еврей? Дедушка иуди. Еврей, чистокровный. Как только я пошел в воскресенье с сестрой к религиозным, я дал свидетельство о смерти, которое мне дали в больнице этим ребятам. И они сказали, хороним сегодня в 12. Мы пошли в 9 утра, мы в 8 утра пошли. Сегодня похороны в 12. У них сразу опа и уже похороны. Место такое-то, мы знаем Натанийское кладбище, где находится. И все, и мы уехали. И потом мы приехали две мои сестры, брат, моя жена, мой друг с моей тещей. Мало было людей, те, которые его знали близко. Потому что, во-первых, это очень быстро, они все соберутся, никто не... А во-вторых, я наблюдаю, что да и, в принципе, немногие-то и хотят. Наверное, так. Может, я ошибаюсь. Вот так же, как и на концерты приходят, так вот и на похорона. Ты будешь блистать, никто не придет, потому что зависть, пуканы рвутся. И сдохнешь, как собака, никто тебя не придет похоронить. Придумают 150 причин и невозможности. Хотя у всех есть машины, у всех есть современные технологии, но люди перестали быть людьми, наверное. Может, потому что быстро это случилось. Если бы за неделю, так может быть, люди подтянулись. Ну, хорошо, не смогли прийти. В интернете написать можно соболезнования? Не написали. Только один человек, не буду назвать имя, написал соболезнования. И то, который не является нашим родственником, а не прямым. А все остальные даже не написали. Даже семейство его, и у него сестра есть в Ашдоде, никто ничего не написал. Мы у них в гостях были как-то раз, никто ничего не написал мне. Хотя знают, как меня найти. Вот такие люди. Как проходили сами похороны? Это все было традиционно, по еврейским религиозным традициям. Я не знал, что там будет
Есть могила, как у бабушки Лоры, большая, а есть как бы половина. Никого там не было, там было свободное место. Просто сначала деда похоронили, потом какого-то подселения соседа сделали. Ну, да, я думаю, что один на другой. Так получилось. И все. И я уже где-то похороны, и я через... Мне сказали, поедь в Битовых Люми, узнай там скидки. Я смотрю, время идет, праздники, вот этот Ханука был. Какие, мне надо с памятник ставить, я вот ходить сейчас буду оббивать пороги, я больше потрачу времени, чем я потрачу времени на... Я поехал в Хадеру, нашел дядьку русскоязычного, заказал памятник, он мне его в течение 3-4, в течение 5 дней поставил, я уже пришел, уже готово все было. 6500 шекелей стоит памятник, самый дешевый. Надо написать все, что угодно, на русском написал, без проблем. Написал мне целый этот. Бабушка и дедушка у меня чистокровные евреи, поэтому они похоронены друг от друга недалеко, напротив. Дедушка Марик хотел рядом с ней. Но рядом с ней, по-моему, 30 000 шекелей заплатить. И то не было места. Уже не было рядом с ней места. Нужно было, когда бабушка Лора умерла, сразу заказать и заплатить бабки. А мы этого не сделали. Ну, он живет, во-первых, как мне сказала одна знакомая, во-первых, ему уже все равно, во-вторых, недалеко они как бы. Через дорогу. На одном кладбище? На одном кладбище, да. Как война в Израиле на тебя повлияла? Чувство в опасности больше теперь. Я вот не знаю. После 7 октября, типа? Если в один день так получилось, которого не было такого инцидента уже много лет, наверное, за всю историю Израиля, вот после тех войн классических, я стал сомневаться в безопасности. Повлияло, как бы, задуматься. Почему я пистолет хочу делать? Это тоже повлияло. Мало того, что здесь внутри все друг друга ненавидят, так у нас еще и враги по бокам. Если я соседом могу подраться и ножом угрожать. О чем мы говорим про какую-то войну? До сих пор у меня желания, плохие желания по поводу соседа. Какие перспективы ты видишь для себя и для своей семьи в Израиле? Никаких перспектив тут нету. Сплошная задница. Перспективы, когда тебя привезут в Милуим и ждешь, пока тебя ракета на голову не упадет. Это перспектива. Умножится на 0 перспектива. Чтобы не мучаться и не карабкаться от ЗП к ЗП. Как ты видишь свое будущее? Думаешь ли ты об эмиграции в другую страну или твое место здесь, в Израиле? Не, мое место не здесь, в Израиле. Будущего не вижу вообще, живу одним днем. Но по поводу эмиграции задумываюсь, но опять это очень тяжело. То есть, как представлю, все надо продавать, там все покупать заново, менять климатические условия. Не знаю, встрял. Не могу сказать, что завтра сяду в самолет и взял и упорхнул. Не готов еще ни морально, ни финансово. Какой стимул может смотивировать тебя улететь из Израиля? Чтобы я бы знал, ради чего я это делаю. Не просто начинать с нуля, как все, а чтобы я уже знал, что я там не буду мыкаться, тыкаться. А у меня там будет четкая, крутая работа. Только этот стимул меня может заставить сесть и улететь. Я не хочу начинать как репатриант с самого начала в другой стране. Мне этого здесь хватило. Мне одна знакомая сказала: Рома, тебе пора туда. А я говорю, меня уже так Израиль побил, что я уже ничего не хочу. Но это мое мнение субъективное. Я никого не принуждаю думать, как я. Ни в коем случае. Скажи, Рома, как ты докатился до такой жизни? Я добрый был и верил всем. Подписывайтесь на канал Алексея Шенкера. Это очень интересный канал о жизни наизнанке в Израиле. Rock and roll in my soul, in my recent soul. My God, it's rock and roll. My only role, the most important goal. If you ask me what I appreciate, I will answer you. Just rock and roll, rock and roll. In my eyes, in my thoughts, realize what is this real trust.
go.